Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на похороны музыки. Почему на похороны? Потому что сегодня мы обсуждаем худшие альбомы уже прошедшего 2022 года. Я извиняюсь за то, что мой график видео очень сильно сместился, потому что в конце года я решил разболеться. Все пошло не по плану, конечно же, как обычно. Но это не отменяет того факта, что сегодня мы здесь в очень интимной обстановке вместе с этой свечкой отпеваем худшие альбомы 2022 года. Как обычно, конечно же, это мой субъективный список, по моему личному мнению, но который я всегда стараюсь аргументировать, не придираться к каким-то артистам по личным причинам или же не выделять любимчиков, когда касается дела лучших альбомов. Но сегодня речь о худших. Стать худшим это тоже в каком-то плане достижение, поэтому давайте без лишних предисловий переходить к десятке худших альбомов 2022 года. Каждый из этих альбомов я объявлю вот в таком вот виде, а уже обсуждать каждый альбом будем в более лайтовой обстановочке. Ну что, поехали. Десятое место. Blackpink, Born Pink. Blackpink и их альбом Born Pink, который, по сути, рекламировался как их первый дебютник, такой полноценный лонгплей, в итоге можно назвать только одним словом — разочарование. Это 8 песен, которые не дотягивают даже до 25 минут хронометража. В моем мире это называется эпишка. Почему они продвигали это как LP, непонятно. Это альбом, который слушается так, как будто его собрали на коленке и записали, ну, часа за 2. Ну, никак не что-то, что готовилось от такой крупной группы, у которой просто карьера на максимально высоком уровне, которая собирается в этом году хедлайнить, Coachella. и они выдают такой материал, где даже не все песни от группы, где какие-то сольники местами проходят. При этом никакая из песен абсолютно не выделяется ничем хорошим, даже их заглавная композиция с этого альбома и, ну, типа, главный хит Pink Venom — это, по сути, абсолютная переделка, копирка, повторение, не знаю, другими словами исполненная их же песня How You Like That. Это все звучит очень как-то вяло, непонятно, очень непродуманно и лениво. Вот такое чувство, что этим альбомом было заниматься абсолютно лень, хотя вроде как и в тур поехали, и мерч продают, и пытаются как-то промоутить материал. А зачем? Непонятно, потому что такой материал, ну, реально выглядит так, как будто на него было наплевать абсолютно всем участвующим в этом процессе, как от самих участниц группы, так до менеджмента, до их лейбла. Поэтому, конечно, такие работы как-то сложно адекватно оценить, и я вполне хорошо отношусь к группе Blackpink, и на самом деле мне было очень грустно смотреть и слушать то, что они попытались выдать как свой дебютный альбом, и ходят слухи о том, что девочки вроде как не очень горят вообще в целом этой идеей, хотят как можно скорее разойтись и уходить там в сольные какие-то свои проекты, кто-то в моду, и будет очень грустно, если данный альбом окажется их такой вот лебединой песней, потому что уходить с такой лебединой песней немножко стыдно. Место номер 9. DJ Khaled, God Did. О, DJ Khaled — это один из самых непонятных персонажей для меня в музыке, в популярной музыке. Что он вообще делает? Просто для меня, в моем мире, в моем понимании, DJ Khaled — это никто. Это не артист, он не исполняет музыку, он не особый продюсер, потому что он ее, сука, не продюсирует. Это просто человек, который соединяет людей вместе для того, чтобы они создали новую музыку. То есть там он берет одного артиста, берет второго, ставит к ним продюсером и такой, ну как бы давайте, работайте. Он зачем для этого настолько желать свое имя везде пихать, что это и твой альбом, и ты везде стоишь как главный артист, хотя ты при этом ничего не делаешь. Вот в чем смысл такой музыки? Ладно, если б он выдавал что-то классное, но нет, музыка от DJ Khaled, в частности его альбом God Did, который, кстати, номинирован на Грэмми,
В категории «Альбом года» это абсолютное сборище песен ни о чем с какими-то абсолютно скучнейшими, непонятными, очень какими-то вялыми битами, которые вообще из себя ничего не представляют. И несмотря на то, что на альбоме огромное количество громких имен, ну типа Дрейк, Рик Росс, Джей Зи, Лил Уэйн, Канье Уэст, Фьючер, Кьюэйво, Сиза, Дон Толивер, 21 Savage, City Girls, Juice WRLD. И ничего из этого, ничего абсолютно не кажется адекватной композицией. Наверно, вот диджей Khaled и его музыка — это вот, музыка для тех, кто ничего не понимает в музыке, увидел какую-то хайповую, сборку имен и такой: «О, давайте слушать». Ну, грустно. Особенно грустно, что музыкальная индустрия это поддерживает, что к нему на песни идут такие громкие имена, что индустрия профессионалов, например, Грэмми поддерживает эту всю движуху. У него там номинации типа альбом года, запись года, песня года, лучший рэп-альбом. Какого хера? Это даже не его альбом, это просто, ну вот, сборник Various Artists, вот как сборник саундтреков кино. Поэтому такие альбомы — это, конечно, ужас, кошмар, особенно для такого вот хардкорного меломана, которому вот подавай, знаете, качество, глубину, что-то такое вот возвышенное. Когда ты встречаешь вот диджея Khaled условного, просто опускаются руки. 8 место. Меган Трейнер «Taking It Back». К Меган Трейнер у меня уже не в первый раз она в моем списке. У меня всегда к ней один и тот же вопрос. Меган, детка, любимая, родная, что ты забыла? Что ты забыла в музыкальной индустрии? Зачем ты тут? Пожалуйста, не надо. Если ты выпускаешь музыку только ради того, чтобы у меня всегда 100% кто-то добыл в списке худших, пожалуйста, перестань. Мы как-нибудь переживем. Меган Трейнер, ее абсолютно клишовые, непонятные песенки о любви к себе в простейшем исполнении на самом деле вызывают только, простите за слово, но оно тут максимально подходящее, кринж и ничего более. И в целом она так выглядела и звучала всегда, но проблема в том, что в последние несколько лет на крупной музыкальной сцене появилась артистка, которая в себе воплощает все то, чего, ну, вроде как желала и чем хотела быть Меган Трейнер. Только у этой артистки все получается. Зовут ее Лиззо. Потому что когда Лиззо поет о том, что она любит себя, у тебя даже не возникает ни единого сомнения об этом. Когда Лиза поет о том, что она сексуальная, у тебя даже не возникает вопроса «почему?», потому что ты ей веришь. И на ее фоне абсолютно пластмассовая Меган Трейнер выглядит просто отвратительно. Она похожа на престарелую маму, которая пытается быть в тренде и которая только недавно скачала себе «ТикТок». Только вот она в итоге выглядит как какая-то неудачная пародия на «Ютубе» в 2012 году. Вот кто застал это время на «Ютубе», тот меня сейчас поймет. Потому что это вот, ну, тетя-переросток, которая корчит из себя девочку. И если, когда Меган Трейнер только начинала, в ней, по крайней мере, был вот этот вот молодой вайб, какая-то свежесть, ну, потому что она тогда действительно была еще совсем молоденькая, то сегодня Меган Трейнер никакого шейминга за возраст, все вообще в любом возрасте могут делать, что хотят, но у Меган Трейнер сейчас как бы внешний вид и вайб взрослой женщины. Ей уже за 30, у нее двое детей, муж, семья. И при этом это абсолютно никак не отражается в ее творчестве. Из-за этого возникает такой вот ужаснейший диссонанс, потому что она это такой вот какой-то очень стрёмный образ Барби-переростка, которая пытается найти аудиторию в ком? В мамочках за 30 в декрете? Ну, может быть. Но зачем? Место номер 7. Machine Gun Kelly, Mainstream Sellout. Для меня Machine Gun Kelly — это артист, в котором абсолютно отсутствует слово артистизм. А как вы понимаете, в артисте артистизм — это, ну, довольно такая важная фигня.
Потому что Машин Ган Келли — это человек, который готов, в принципе, делать что угодно ради славы и для того, чтобы оставаться на плаву. Как он залетал в рэп, когда это было актуально, но там случился Эминем, который одной песней его просто как бы изгнал, и вся рэп-тусовка поддержала это все. Теперь он приперся в такой эмо-рок, эмо-поп и пытается как-то найти себя тут, и что там у него не получается, что здесь, потому что его музыка, слушается, ну, просто очень, ну, наверное, я бы сказал, неприятно, чтобы не использовать более жестких слов. Потому что, смотрите, вот в целом, эмо-поп, так, ну, эмо-поп-рок, скажем так, это довольно уникальный жанр, который, естественно, мы все знаем из нулевых, но суть в том, что этот жанр так случилось, ну, так работает музыка, он построен на гиперболизации эмоций тинейджеров. Ну, вот так случилось. Проблема в том, что машину Ган Келли за 30. Я думаю, вы улавливаете, к чему я клоню. И немножечко возникает проблема Меган Трейнер. Потому что когда, ну, простите, взрослый мужик поет текст подростка, это странно. Это просто, ну вот странно. И никуда от этого не деться. И никакой там эйджизм из головы в этот момент не выкинуть. Это просто странно. И его попытка быть вот этой вот частью ревайвала эмо-попсы на самом деле только навредила очень сильно этому самому возрождению, потому что я считаю, что именно Машин Ган Келли, то, как громко и плохо у него это получилось, очень сильно повлияло в целом на развитие всей вот этой вот волны, в которой там отметилась Оливия Родриго, да, но в более такой попсовой манере, та же Деми Ловато, и как-то это все немножко застопорилось, потому что условные Paramore пошли уже намного дальше, перескакали этот весь жанр, и в итоге так вот и остался Машин Ган Келли, опять же, у какого-то разбитого корыта и мертвого жанра, который не особо-то и получилось воскресить. Потому что когда ты делаешь такие бездушные, странные песни, ну, я не знаю, что можно воскресить, разве что какую-нибудь группу типа Simple Plan. Если он хочет себе такое наследие, его право. Шестое место. The Chainsmokers. So far, so good. Дуэт решил переосмыслить себя и вернуться с новым звучанием. И знаете, что выяснилось? Если ты всю карьеру делаешь херовую музыку и хочешь сменить звучание, то ты продолжаешь делать херовую музыку просто в новом звучании. Так и произошло с дуэтом Chainsmokers. Я просто не представляю в своем уме, какая у этого альбома может быть аудитория. И даже не сказать, что они прям как-то очень сильно поменялись. Они все еще звучат очень похоже на все то, что они делали всю свою карьеру, только не стоит забывать о том, что с каждым годом все то, что они делают, стареет просто, ну, десятилетиями фактически. То есть, ну, вот их музыка, она настолько кажется сейчас старой, древней, откуда-то из прошлого века, и это относится к их новому материалу тоже. Это вот какая-то вот музыка ради музыки. Кто такое может слушать, кто таким может наслаждаться, мне лично очень трудно представить, потому что если ты хочешь какую-то музыку feel good, есть огромное количество потрясающих артистов с этой музыкой. Chainsmokers нет. Если ты хочешь какую-то глубокую лирику или что-то интересное, полно артистов. Если ты хочешь хороший ADM, пожалуйста, куча интересных артистов с чем-то необычным. Ни в одну из этих категорий Chainsmokers не вписываются, однако каким-то чудом продолжают выпускать материал. Пятое место. Drake. Honestly, never mind. Да, снова в моем списке единственный неповторимый Дрейк. И знаете что, в этот раз его альбом мне показался настолько скучным, настолько ленивым, что он даже не заслужил топ-3. Я думаю, это много о чем говорит. На этом альбоме случился просто какой-то, не знаю, шабаш бесталанности, лени, незаинтересованности в материале, потому что, ну давайте честно, мы все знаем, что Дрейк в целом довольно талантливый парень, когда-то был.
Но хороший материал он делать может, если он очень сильно этого захочет. Особенно в нынешней позиции, когда у него просто все деньги, все возможности мира, лучшие продюсеры, лучшие коллаборанты, лучшие авторы, если уже не получается самому написать свой рэп. Но нет, Дрейк продолжает делать какую-то хрень. И меня радует, что публика начинает, ну, хотя бы понемножку, но остывать к его материалу и понимать, что он, ну, выдает абсолютно непонятно что. Ему настолько самому не важно, что происходит на его музыке, что почему это должно быть важно кому-то другому. И он вот опять же попытался влезть в хаос звучания, и при этом он пересекся в этот момент с Бейонсе, которая тоже пришла с альбомом Renaissance, который в таком больше стиле хаос. И, ну, как бы Дрейк такое чувство, что ну вот детсадовец, который выпустил какую-то музыку, а Бейонсе типа вот старшая школа. Я не буду тут выдавать какие-то длинные речи про Дрейка. Я в прошлом году, у меня Дрейк занял первое место со своим альбомом, и я там выдал очень длинный спич на тему того, почему Дрейк и его музыка очень сильно вредит не только индустрии музыкальной, но в целом слушателям. Если хотите, можете послушать. Я оставлю ссылку на этот ролик вверху. Там, естественно, уже ближе к концу, так как это было первое место, длинная речь на тему Дрейка и того, как его музыка всем вредит. Четвертое место. Кельвин Харрис. Funk Wave Bounce Part 2. Очень долго Кельвин Харрис готовил вторую часть своего альбома Funk Wave Bounce Part 2. И, к сожалению, это потраченное время абсолютно того не стоило, потому что, несмотря на то, что первая часть этого альбома вышла, она, по-моему, в 2017 году, казалась вполне себе такой интересно неплохой летней пластинкой. При этом песни там имели какую-то вот свою душу, свой вайб, они не казались чем-то таким вот сделанным на автомате. И это песни, которые вот как-то немножко проживали вместе с тобой моменты жизни. К сожалению, на второй части это все улетучилось абсолютно в никуда, и несмотря на то, что Кельвин Харрис собрал в целом довольно мощный лайнап для создания музыки, это и Dua Lipa, и 21 Savage, и Чарли Пут, Нормани, Баста Раймс, Timberlake, Джорджа Смит, Snoop Dogg, Свей Ли, Фаррелл. И как-то так получилось, что все эти артисты между собой как будто не сработались. Вот как будто не получилось даже не то, что цельную пластинку сделать, даже сами песни внутри, когда несколько артистов соединяются вместе, вот как будто не работают. Вот не случилось какой-то химии, из-за этого весь альбом и каждая песня по отдельности, даже включая там хиты условные с Dua Lipой, Potion или та же Obsessed с Чарли Путом, они звучат как вот песни без души, то есть как будто в них вот немножко ничего-то не додали, не доложили. Из-за этого их вот жизнь как песни кажется равна, ну, неделя. То есть такая вот песня-неделька. Ты ее где-то на фоне на какой-то вечеринке послушал, не обратил внимания, и ты больше никогда не вспомнишь. И вот, к сожалению, весь этот альбом получился, ну, вот таким. Ну а перед тем, как мы перейдем к тройке худших альбомов года, хочется обсудить достойные или же недостойные упоминания, так как мы говорим о худших альбомах. В этом списке у меня 5 имен, поэтому давайте переходить к ним. И первый в списке недостойных упоминания — это Imagine Dragons с альбомом Mercury Act 2. В целом этот альбом мог расположиться фактически на любом вместе в топ-10, но я решил его не включать в основной топ по той причине, что как-то пожалел места, честно говоря, потому что даже потому, как Imagine Dragons выпустили этот альбом, становится понятно, что они сами прекрасно поняли и заметили, что этот альбом абсолютно ужасен, потому что они даже не рискнули выпустить его, как изначально планировалось, отдельной пластинкой, вторым актом. Они просто стыдливо вклеили его на всех стримингах в первую часть, где уже много было стримов, несколько хитов, тоже абсолютно ужасных, но просто, вот знаете, подвязали этот второй акт к первому, как будто такая вышла, такой делюкс, дополнение.
парочка новых песен. Потому что, если честно, если когда я делал обзор на первый этот акт, я говорил, что это хотя бы малюсенький, но шажочек вперед для Imagine Dragons после просто катастрофически ужасных последних двух альбомов, то, к сожалению, второй акт полностью перечеркивает все, что они пытались сделать с первым актом, и отводит их еще на несколько шагов назад. Это ужасно, это неслушабельно, это постыдно. Как такое слушать? Ну, вот эти вот их попытки. Понимаете, Imagine Dragons превратились в Эда Ширана. Они больше мыслят не музыкой, они мыслят радиоформулами. Когда ты начинаешь писать такую музыку в большом количестве, на автомате, целыми альбомами, целыми эрами, ну, это абсолютно понятно, что приведет, ну, вот к списку худших. Ну, вот они тут и находятся, что можно еще сказать. Вторая у меня тут это Камила Кабейо и ее альбом «Фамилия». Камила, мне кажется, как-то не поняла, что ей делать после огромного успеха «Хаваны», «Сеньориты», ее дебютника. И как-то она немножко потерялась, и вот, видимо, пошла в латину, поняв, что это те песни, которые у нее больше всего выстрелили с дебютника, но, видимо, дело было не в этом, потому что альбом «Фамилия» окажется каким-то абсолютно наигранным и неинтересным. И вот кажется, что как будто это вот не настоящий человек поет, как будто она пытается создать какой-то образ, который она абсолютно сама не чувствует. И, к сожалению, в музыке это слышно. Третье у меня это Post Malone с альбомом 12 Carat Tooth. И Post Malone тоже как-то, мне кажется, немножко потерялся в своем материале. Не сказать, чтобы в целом его образ, его музыка, его альбомы выдавали какую-то гиперэнергию, но на этом альбоме он как будто еще больше потерял себя и понятие того, что делало его таким популярным, потому что, естественно, его прошлые альбомы, тот же там Beer Bonds Bentleys, просто какие-то невероятные показатели давал на стриминге, а тут ну вот что-то пошло не так. Он вот окунулся в какую-то депрессию, пытается выдать какой-то вот чувствительный материал. При этом у него посреди альбома A Happier Song с Doja Cat, которая там просто ни к селу, ни к городу и звучит тоже как бы, ну, максимально не очень, давайте честно. И вот из-за этого альбом кажется каким-то очень блеклым, непостоянным и непродуманным. Четвертый у меня Джек Харлоу и альбом Come Home, Kids Miss You. Несмотря на то, что Джек Харлоу очень хорошо начал с своими первыми хитами, даже еще тиктоковскими, с очень сильными, мощными коллаборациями. И в целом он вроде как такой очень приятный человек, который к себе предрасполагает, но, к сожалению, пластинка Come Home Kids Miss You показала, что Джек Харлоу ничего из себя толком не представляет. И его максимум это прийти, на секунд 30 зачитать какой-нибудь куплет у какого-нибудь поп-артиста и удалиться в закат, чтобы о нем больше не вспоминали, потому что когда ты слушаешь пластинку Come Home Kids Miss You, ты замечаешь очень неприятную вещь, что у Джека Харлоу заканчиваются идеи на первой же песне. Думаю, добавлять тут что-то бессмысленно. И последнее в моем списке недостойных упоминаний — это Джесси Нельсон и ее дебютный альбом. И сейчас вы скажете, ну, Паша, у Джесси Нельсон же не выходил дебютный альбом. И вы будете абсолютно правы, потому что Джесси Нельсон попала в мой список как, ну, скажем так, лохушка года. Потому что, если вдруг кто-то до сих пор не знает эту потрясающую историю, я вам сейчас в двух словах расскажу. Уйдя из Little Mix, Джесси Нельсон подписывает контракт с лейблом Polydor Records. Это большой, крупный, респектабельный британский лейбл. Там записываются Coldplay, к примеру. Пишет она свой дебютный альбом, и в прошлом году, уже вроде как его закончив, она его приносит на прослушивание менеджменту и руководителям лейбла Polydor. Они слушают ее пластинку и просят переделать ее, потому что им не понравилось, им не подошло. Джесси Нельсон как бы слушает критику, что нужно исправить, и уходит в закат делать за альбом заново, что-то исправлять, улучшать и доводить его до совершенства. Спустя какое-то время, все в том же 2022 году, Джесси Нельсон уже приносит отполированный, абсолютно готовый свой дебютный альбом еще раз на прослушивание руководству лейбла. Они слушают все то, что Джесси Нельсон исправила, переделала, добавила и написала, и
расторгают контракт с Джесси Нельсон, не выпустив с ней ничего. Вообще. Никакого альбома не будет. Что сейчас Джесси Нельсон собирается делать, я не знаю. Но я думаю, это очень показательная история. И если честно, я очень, просто максимально хочу услышать, что же она такого там натворила, что лейбл понес материальные потери и решил, что они просто избавятся от этого артиста и даже не будут пытаться больше. Пожалуйста, Джесси Нельсон, если ты пойдешь на другой лейбл, или если ты решишь выпускаться сама, пожалуйста, выпусти этот альбом в оригинальном виде, в котором его слышало руководство Polydor. Я очень хочу это послушать, ну правда. Но, конечно, таких кейсов, мне кажется, вот, ну, с артистами, у которых вроде как есть какое-то имя, фолловинг, история уже в музыке, это какая-то просто редчайшая история, и я просто, ну, не мог не посмаковать ее. Ну и мы подобрались к самым из самых, к тройке худших. Третье место — Panic at the Disco, Viva Las Vengeance. Во время прослушивания этого альбома у меня возникло такое чувство, что Брэндон Ури как будто с кем-то поспорил на тему того, что он возьмет и запишет альбом с самым противным голосом, который только он может из себя выдавить. О том, что в названии альбома присутствует какая-то мифическая группа Panic at the Disco, наверное, даже не стоит упоминать, потому что я не знаю, в каком там месте и кто-то вообще присутствовал ли на записи создания этого альбома, кроме самого Брэндона Ури, который просто использует знакомый всем лейбл и название группы. Вот знаете, что меня больше всего раздражает в музыке? Никогда у артиста что-то не получается, потому что такое бывает. Можно что-то попробовать, как-то поэкспериментировать, попытаться что-то создать и провалиться, потому что, ну, это часть жизни. У тебя никогда не будет все получаться абсолютно классно, здоровски с первого раза. Что меня больше всего раздражает в музыке, это когда артист даже не пытается. Потому что такой подход я считаю полным неуважением к слушателям. И, к сожалению, альбом Viva Las Vengeance — это как раз вот этот вот неприятный момент неуважения к слушателям, когда очень слышно, что артист даже не старался. Просто наклепал альбом, чтобы выпустить. Видимо, с надеждой, что ну хоть кто-нибудь докупит. Ну вот он и получает, собственно, по заслугам третье место в топе худших. На что напел, то и получил. Второе место. Black Eyed Peas, Elevation. Теперь они косят под латино с регетоном. Зачем? Если честно, слушая новый материал Black Eyed Peas, даже как-то уже трудно представить, что когда-то will.i.am считался крутым продюсером. Потому что теперь Black Eyed Peas — это нечто без голоса, без лица, без идеи, без подачи. Естественно, как бы без Ферги это все разваливается просто максимально. В итоге will.i.am кажется просто каким-то бешеным продюсером, который пытается создать все сразу, а бы слушали, пытается влезть в этот латинский маркет, который, да, действительно сейчас, ну, наверное, самый большой, самый популярный, самый востребованный, но когда ты пытаешься это делать, но никогда этого особого не делал в жизни, вот эти вот потуги — это такой кошмар. Это так неприятно слушать. Это вот один из тех альбомов, который я просто еле-еле дослушал, просто понимая, что он мне пригодится для списка худших. Собственно, так и случилось. Не советую. Не тратьте даже время. Первое место. Gale. A Study of Human Experience, Part 1. И первое место. Gale. A Study of Human Experience, Part 2. Ну и да, как обычно, я сделал каким-то таким особенным первое место. Это сразу два альбома, а точнее две эпишки, которые в целом можно соединить в первый альбом, потому что там уже достаточно песен, и можно представить, как звучит, выглядит и что из себя представляет артистка Гейл. Представляет она из себя целое, огромное ничего. Потому что если вы считали, что ABCDFU —
это ужасная песня, то, скажем так, на обоих эпишках это лучшая песня. Как вам такое? Опираясь лишь на одну песню, которая залетела, ну как залетела, которую впихнули в "ТикТок", она написала 2, даже не 2, сука, EP. И все эти песни звучат как какая-то копирка, опять же, этой песни. Самоповтор у новой артистки ты слышишь самоповторы. Как такое возможно? У нее, блин, одна песня хитовая. И в целом, наверное, Гейл еще больше разочаровывает в целом как сама вот артистка, как образ, потому что, да, ТикТок играет огромную роль теперь в продвижении артистов, в становлении новых, и он нам выдал много интересных имен, поэтому не стоит его за это недооценивать, но, к сожалению, лейблы научились уже и там проводить свои махинации. Потому что знаете, чем еще был уникален "ТикТок"? Что он мог продвигать артистов и музыку вне зависимости от того, что нам хочет продвинуть лейбл. Потому что, ну, я думаю, вы понимаете, как создаются суперхиты. Это огромные вложения в радио, это крутой промоушен, это вот впихивание песен в глотки. А "ТикТок" впервые за просто десятилетия дал людям инструмент того, что они могут сами выбирать, что станет хитом. И, к сожалению, вот кейс Гейл, еще и то, как Atlantic Records спалился с тем, как они продвигали Гейл, это просто такой плевок в лицо новым слушателям, хотя, конечно, в целом ожидаемо. Если вдруг кто не знал, Гейл в целом становилась в ТикТоке популярной на том, что она создавала какие-то песенки, пела под гитарку, и в какой-то момент она выпустила ТикТок, в котором просит, типа, покидайте идеи для песен. Вот о чем написать песню. И кто-то ей написал коммент: "Напиши песню на основе алфавита о расставании". И Гейл написала. Это была песня A, B, C, D, E, F, U. Но позже выяснилось, что этот коммент, и Гейл в тот момент подавалась как артистка просто сама по себе. Вот сидит девочка в комнате, что-то сочиняет. И позже выяснилось, что в этот момент Гейл уже была подписана на Atlantic Records, это огромнейший лейбл, и вот этот вот самый коммент оставил менеджер и человек, который ведет Гейл на Atlantic Records. И все было готово к тому, чтобы из этой песни изначально делать суперхит. То есть это такая вот абсолютно сфабрикованная история. Но я не хочу говорить о том, что вот взять артиста с нуля и раскрутить ему, создать историю — это прям ужасно, потому что таких примеров очень много. Например, Билли Айлиш. И я, если честно, не знаю, можно ли мне это прям рассказывать всем, потому что я не уточнил. Потому что история Билли Айлиш, я понимаю, что одно дело, что вы это знаете по каким-то слухам, по каким-то рассказам и сплетням. Другое дело, что я сейчас скажу то, что я знаю лично от людей в лейбле. То, что, например, Билли Айлиш и вся ее абсолютная история успеха — это абсолютно созданная, сфабрикованная история ее лейблом Universal Music, то есть все, что создавалось с первых ее эпишек, с того, как она писала свой дебютный альбом в шкафу дома вместе с братом, потому что это все просто красивая история, которую нам продали, ничего такого не было. И, альбом, я даже знаю, на какой студии писался ее дебютный. Это было в Голливуде, а не у нее в шкафу. И задолго еще до того, как Билли Айлиш в целом стала хоть каким-то значимым артистом, менеджеры Universal уже хвастались о том, что вот у нас есть девочка, в которую мы вкладываемся, и года через 3-4 она будет суперзвездой. То есть они изначально пытались в долгую с ней играть. Ну и вот так у них, собственно, и получилось. Но суть в том, что Билли Айлиш при этом талантливая, интересная, самобытная артистка, которая выдает что-то новое, что-то необычное, что-то интересное. За ее музыкой интересно следить, за ее ростом приятно наблюдать. И поэтому не кажется чем-то там таким страшным и подвохом, что ее как бы создал Universal как проект и личность. При этом Гейл на другой стороне спектра абсолютно ничем не выделяется и кажется полной бездарностью. И когда вот такое продвигают, вот это уже немножко бьет по твоему самолюбию как любителя музыки. И я даже не буду скрывать, что это в целом тоже одна из важных причин, почему я решил поставить Гейл именно первый. То есть тут даже музыка играет не самую важную роль, потому что, да, музыка плохая и ужасная, но таких песен, скорее всего, от всяких ноунейм артистов просто миллионы. Но вот именно Гейл, именно то,
что она получила за 2022 год, что это теперь номинантка на, блядь, Грэмми на песню года с песней ABCDFU. Немножечко, конечно, вы знаете, кровь закипает, когда слушаешь всю эту информацию. Ну и, наверное, поэтому я решил, что довольно символично будет поставить именно Гейл с ее двумя эпишками на первое место, как вот представителя таких вот абсолютно бездарных, сфабрикованных артистов, которые нам пытаются запихнуть в глотки. Хочу добавить еще одну интересную мысль, которую я почему-то забыл озвучить во время записи ролика. Причем эта мысль не какая-то новая, я ее на самом деле слышал в похожем варианте уже у другого блогера. По-моему, его зовут Todd in the Shadows. Суть заключается в том, что Гейл, несмотря на то, что она молодая, по-моему, она еще несовершеннолетняя артистка, которую подают как такую вот веселую, забавную, молодую, тинейджерскую, которая поет про проблемы, ее музыка и то, как составлены ее тексты, на самом деле звучат так, как будто это песня, которую писали пиарщики, причем не музыканты, а именно пиарщики, которым уже так хорошо лет за 30, у которых несколько высших образований, которые думают так, как, по их мнению, должна звучать песня для тинейджеров. Потому что тот слог, то, как прописаны вообще тексты у Гейл, ну, действительно выглядит так, как будто это просто вот набор пиарных клише человека, который очень много и очень долго учился. Это грустно, но я надеюсь, что все вместе мы, например, с моими обзорами, которые я вам буду рассказывать, то, что мы всегда будем обсуждать какую-то музыку, мы справимся и не попадем под такое вот влияние лейблов, которое рассчитано больше на, ну, не очень умных людей, чтобы как бы никого не обидеть, но так случается, да. Много людей не отличаются, например, каким-то умом или супермелодичностью, и на них тоже есть огромный маркет и огромная музыка, которая рассчитана именно на них. Но я вот тот человек, который призывает с этим бороться, выступать против этого, потому что каждый, абсолютно каждый, даже если у него там музыка не является чем-то важным в жизни, может научиться кайфовать и слушать хорошую, прекрасную, хорошо сделанную, потрясающую, интересную музыку. И это именно то, что я хочу продвигать. Но пока у нас такое вот первое место и Гейл с ее двумя пишками A Study of Human Experience. Ну что, вот такая у меня получилась десятка худших альбомов 2022 года. Много имен, воск капает мне на пальцы. Много имен, много о чем подумать. Я знаю, что, скорее всего, многие из этих альбомов вы не слушали и, возможно, никогда больше не захотите. Однако, знаете что? Советую, потому что слушать плохие альбомы — это тоже довольно круто расширяет музыкальный кругозор, и ты больше понимаешь, что работает в музыке, что нет, хорошие примеры отличаешь от плохих, и в целом это тоже здоровское развлечение, но не со всеми из этого списка, скажу честно. Обязательно пишите в комментарии ваши худшие альбомы прошедшего года. Я с удовольствием почитаю, обсужу с вами. Пишите, как вам мой список, конечно же, обсуждения, лайки, вот это все, конечно, очень важно для развития канала. Но у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.